Открыв дверь, тебя встречает симпатичная молодая девушка. Она твоя соседка с верхнего этажа. Обменявшись пару слов, Линда, так зовут девушку, предлагает тебе помощь, если ты позволишь. После твоего согласия она просит тебя войти. У нее все подготовлено. Пройдя внутрь квартиры, вы располагаетесь на кухне. Уютная, спокойная атмосфера сильно отличается от того, что происходило с тобой в течение дня. Девушка предлагает на выбор чай с ромашкой или мятой. Пожалуй, с ромашкой самое то, успокоиться после пережитого кошмара не помешает. Да и я сам своего рода ромашка. На ее кухне нет ни соринки, а в воздухе пахнет дезинфицирующим средством и чем-то еще под ним, чем-то более теплым. На подоконнике давно завяло растение, но она все равно продолжает его поливать. Девушка протягивает тебе твой долгожданный чай, ты успокаиваешься. Твоя нога, которая сводила тебя с ума весь день, перестает зудеть. Спустя час ты очнешься в холодной ванне, закованный цепями и наручниками. Вопя от боли, ты сгниваешь заживо. Опять. Твоя рука тянется нажать на кнопку более легкой сложности. Игра оказалась слишком хардкорной, ведь в ней даже нет сохранений. После каждой такой смерти ты вынужден проходить ее снова и снова. И, зная это, садист-разработчик прямым текстом говорит тебе, что, выбрав сложность попроще, ты не получишь тот самый экспириенс, который он для тебя задумал. Поверь, этот экспириенс тебе точно не понравится. Ты снова выходишь из своей квартиры, и первое, что ты замечаешь, твоя нога буквально разлагается у тебя на глазах. Буквально. Без шуток. Это, пожалуй, самый мерзкий звук, который я когда-либо слышал в видеоиграх. У любого нормального человека в такой ситуации возникнет ровно одна мысль – выскочить из этого злосчастного дома на улицу и дождаться скорой помощи, но только не у нашего главного шизоида. В его голове намертво засела идея фикс. Ему кровь из носу, нужно добраться до самой крыши. Впереди тебя ждет 28 этажей гнили. И все бы ничего, но ты, как внимательный зритель, уже наверняка заметил 3 шкалы в нижнем левом углу экрана. Да, ты все правильно понял. У нас тут настоящий выживач в высотной хрущевке. Жажда, голод и прогрессирующая инфекция. Все прямо как в жизни. Забавно то, что перед нами не какой-то спидран на время по типу Welcome to the Game. Именно временем нас, как игрока, вообще никто не ограничивает. Мы ограничены шагами. В самом прямом смысле. Каждый шаг главного героя вызывает у него непреодолимое желание попить, похавать или больше никогда в жизни не слышать этот чертов звук гниющей ноги. Но неужели это настолько сложно? Просто подняться на крышу здания? И да, и нет вообще-то. Проблема номер 1. Если ты решишь просто пойти по лестнице, то очень быстро упрешься в аварийный пролет, которого просто не стало. Прямо как в моих снах. А лифт уже давно не работает. Проблема номер 2. Элитные этажи, жильцы которых отгородились от своих мерзких соседей суровой решеткой с кодовым замком. Проблема номер 3. Сама дверь на крышу. Она заперта, а ключ находится... Минутку, да вот же он. Стоп, но еще же нужно найти код от решетки, верно? Да, и этот код находится на самом видном месте. Ладно, но что делать с лифтом? Не может же быть так, что ты просто чинишь его и уезжаешь. Может. Подождите, то есть теоретически игру можно пройти всего за 3 минуты. Но тогда почему мое прохождение заняло целых 3 часа? В чем смысл? А смысл, мой дорогой, уважаемый и красивый зритель, в том, как именно ты об этих 3 проблемах узнаешь. Как ты уже понял, Mold Rise — это не совсем обычная хоррор-игра. Это психологический хоррор, в котором нет монстров или врагов в привычном понимании. Никто не пытается напугать нас дешевыми скримерами, да и прятаться под кроватью нас никто не принуждает. Эта игра заставляет бояться иначе. Вот этого экрана. Смерть здесь порой наступает настолько, вашу мамашу, извините, внезапно, что я банально не успевал даже дернуться. Я просто сидел в ахере. Именно это чувство будет держать тебя в напряжении до самого конца игры. С вами Махундер, и сегодня я буду вашим проводником по дому, в котором абсолютно каждый поворот, каждый кусок пиццы, каждый вариант диалога может стать для тебя последним, откатив в самое начало. И так снова и снова. Единственное, что может тебя спасти или не спасти, это они, твои соседи. Мы добрались до самого интересного. Как ты помнишь, в доме 28 этажей, и на каждом из них закрытая дверь. За каждой из них тебя может ждать кто, а порой что угодно. В одной квартире тебе могут помочь, естественно, не за просто так. В другой шепнут пару слов действительно важной информации, ну а в третьей... Помимо не всегда дружелюбных жильцов, по этажам раскидан всякий мусор. И поверь, собирать его в твоих же интересах, если ты хочешь протянуть хоть немного дольше и не превратиться во что-то подобное.
Видишь ли, та инфекция, что прямо сейчас сжирает твою ногу, распространяется чертовски стремительно. Чтобы хоть как-то сдержать ее рост, тебе жизненно необходим особый лосьон. Продается он вместе с хавкой вот в таких торговых автоматах. За деньги, разумеется. Которых, как ты уже успел догадаться, у тебя нет от слова совсем. Но откуда их вообще брать? Тут-то нам и пригодится тот самый хлам, который мы бережно собирали по этажам. Его можно выгодно задвинуть одной жуткой старухе. Ну, знаете, тот самый тип соседей, чья дверь открывается с диким треском из-за навалившегося прямо на нее гор мусора. Так вот, за каждый найденный тобой подозрительный предмет бабка готова отстегнуть монету, а иногда даже две. Как, например, за эту плашку оперативки DDR5. Старуха явно шарит в железе. Разжившись финансами, ты наконец-то можешь потратить их на предметы первой необходимости. Колу, еду и тот самый лосьон от грибка стопы. Да-да, то, что прямо сейчас превращает твою плоть в компост, местные жители со всей серьезностью называют обычным грибком стопы. Однако помимо привычных товаров в автомате продается кое-что странное. Пачка психованных хрустящих орешков. Сейчас ты еще не знаешь, уважаемый зритель, но уже совсем скоро эти орешки раскроются для нас совершенно с другой стороны. К слову, именно они до дрожи нужны чудаковатому деду из 10-й квартиры, чья дверь щедро украшена рисунками кала и надписями в духе «Нац Дженки», что можно перевести как «чокнутый». Связано ли это как-то с орехами, история пока умалчивает, но дед готов обменять за эту пачку хрустяшек целый фонарик. С его светом мы наконец-то сможем пробраться в самый вырвиглазно-темный подвал во всей истории видеоигр. В одном из прохождений я решил спуститься в него без фонаря, и на этом мое прохождение и закончилось. Но зачем нам вообще туда лезть? Дело в том, что, чтобы не усугублять и без того паршивое положение бессмысленными шагами, нам критически важно починить лифт. А плата с предохранителями находится как раз в самом конце этого подвала. Того, кто нас там ждет, вы увидите буквально через пару минут. А пока нам нужно как-то туда добраться, но ресурсов уже нет. Поэтому ты, не придумав ничего лучше, начинаешь ломиться в каждую соседскую квартиру, и это роковая ошибка, которая будет стоить тебе жизни. Под чудаковатым дедом на 9-м этаже красуется надпись «Помоги мне». Постучав в дверь, мы четко слышим, за ней кто-то есть. Но открывать нам явно не спешат, ты продолжаешь стучать. За дверью раздается детский плач. Пожалуй, оставим эту квартиру в покое. Может быть, в 8-й квартире жильцы окажутся немного сговорчивее. За дверью нас ждет девушка. Из разговора выясняется, что она доктор, и в процессе диалога становится предельно ясно. Мы далеко не первый человек с этой инфекцией. На наш логичный вопрос, что это вообще такое, она со спокойным лицом выдает: грибок стопы. Да уж, спасибо. Однако затем она обмолвилась, что мы пришли на ранней стадии болезни и что некое стремление еще не наступило. На вопрос, о каком вообще стремлении речь, она сухо отвечает: в стремлении добраться до высоких мест. После чего Джеки Чан выдает нам 3 порции лосьона от грибка и закрывает дверь. Это был последний адекватный сосед, которого ты встретишь в этом доме. Теперь переходим к неадекватным. Шоколадку залутал. Чтобы починить лифт, нужно раздобыть предохранитель. Его нам вежливо передает работяга с технического этажа. Ну, как вежливо? Работяга просто орет на нас благим матом. Сам он, судя по фоновому шуму, предпочитает смотреть чемпионат по футболу, чем выполнять свои непосредственные должностные обязанности по обслуживанию дома. Наверняка фанат «Зенита». Так что вся работа снова ложится на плечи главного героя. Ты спускаешься в подвал и с ужасом обнаруживаешь: фонарик разряжается и очень быстро. Ты останавливаешься, чтобы он зарядился, и остаешься один в полной темноте. Ты находишь щиток, меняешь предохранитель. Лифт снова в строю, но ему тоже нужны деньги. Меня этот факт настолько вывел из себя, что я стал из принципа подниматься пешком, а когда я решил постучать в рандомную дверь, то в 9-ю больше не стучим. О, господин Махундер! А? Кто это?
Это же я, Санчо! Санчо, дружище, рад, что ты отошел от предыдущего видео. Подожди, ты что, лифт? Это не важно, господин Махундр. Я таки пришел передать вашим зрителям, чтобы они подписывались на канал. По статистике 94% зрителей не являются подписчиками, если вы... Ты давай дверь открывай. И кто скулит вообще? Не переживайте так, господин. Ты мне зубы не заговаривай. Ну-ка быстро вернул монету за проезд, слышишь? Эй! Так я и думал. Лифт позволил нам проехать аварийный 14-й этаж, из-за которого жильцы были отрезаны как друг от друга, так и от внешнего мира. Ты все правильно понял. Наши соседи с верхних этажей сидели в полной изоляции уже бог знает сколько времени, и если вы думали, что на нижних этажах жили маргиналы, то, во-первых, вы абсолютно правильно думали, а во-вторых, самые отбитые персонажи ждут нас как раз впереди. Буквально первый, кто открывает нам дверь на этом этаже, это наглухо трахнутый шеф-повар, чьи кулинарные предпочтения весьма специфичны. Видишь ли, он предпочитает... Нет, не то, что ты сейчас подумал. Он готовит блюдо из тухлой, гнилой и покрытой плесенью еды. Обменявшись с нами парой слов, этот горе-повар на полном серьезе предлагает нам отведать его изысканных деликатесов. Разумеется, не бесплатно. Оно и понятно, с его слов он занимается этим процветающим бизнесом уже 6 лет и даже добился кое-какого признания. Признание от кого, ты спросишь? Да, прикол в том, что на его стряпню реально есть спрос, и покупают ее не абы кто, а самый влиятельный жилец элитных люксовых этажей, с которым нам уже совсем скоро предстоит познакомиться лично. Но как до этих элитных этажей вообще добраться? Лифт без специального ключа туда ехать отказывается, а путь по лестнице преграждает стальная решетка с кодовым замком, и кто же знает ответ? Правильно, наш талантливый шеф-повар. Ну, как знает, он дает нам наводку. Этажом выше живет девушка-хакер, которая вполне может помочь со взломом пароля от решетки. После чего этот больной шизоид без паузы предлагает нам закупиться у него первосортным хрючевом, съев которое ты, сразу сдохнешь, без вариантов. И тут шеф-повар выдает главный кулинарный секрет. Оказывается, перед употреблением плесневелой еды неплохо было бы выпить колу. Вот тогда эффект будет по-настоящему гурманский. По его словам, если сожрать тост из мусорки, предварительно запив его газировкой, у тебя может открыться третий глаз, который позволит видеть в абсолютной темноте. Без шуток, эта шляпа так и говорит. К слову, тот самый тост прямо сейчас лежит у его двери, но проверять этот рецепт на себе что-то особо не хочется. И самое ужасное в этом то, что в реальной жизни такие фрики тоже существуют. У них даже своя субкультура есть, которую я не буду называть, но ее адепты утверждают, что поедание гнилого мяса вызывает сильное чувство эйфории, ясность ума и легкий галлюциногенный эффект. В реальности врачи объясняют этот кайф банальным делирием или же бредом. Первой стадии тяжелейшего бактериального отравления организма. Чуть наболтавшись с этим гением кулинарии, мне стало по-человечески интересно узнать о его любимом блюде. И знаете, что он ответил? Пицца с ананасами. Варианты ответа: «Ах ты, грязный пес, какого хера? Да как ты смеешь? И ты еще называешь себя шеф-поваром? Да что с тобой не так?» И «Вкуснотища, я тоже обожаю гавайскую пиццу». Очевидно, любой здравомыслящий человек гавайскую пиццу обожает. Что ж, справедливо. Мы поднимаемся на 23-й этаж, чтобы выйти на связь с местной зумершей. Девушку зовут Кернел, и да, она на полном серьезе утверждает, что выбрала себе никнейм в честь какой-то там популярной операционной системы. Отсылку я, само собой, не выкупил. По речи и внешнему виду может сложиться впечатление, что перед нами более-менее адекватный персонаж. В принципе, так оно и есть, если, конечно, полностью проигнорировать ее странный говор со всякими молодежными словечками. С другой стороны, 30-летнему режиссеру «Куража», кем я, собственно, и являюсь, уже не обязательно понимать весь этот ваш молодежный сленг. Как бы то ни было, девушка соглашается выдать нам инфу о коде, но не за просто так, а в обмен на
плашку оперативной памяти. Видишь ли, из-за бума искусственного интеллекта найти такую на рынке сейчас практически невозможно. И тут вот в чем загвоздка. Как раз эту плашку я буквально недавно обменял на 2 монеты у криповой старухи с 1-го этажа. Без плашки нет информации, поэтому, взяв ноги в руки, хотя лучше такие ноги в руки не брать, мы отправляемся снова на самое дно. Благо дело, лифт снова изволил заработать. Бабка поначалу, естественно, включает дурака, мол, понятия не имеет, что это за оперативки такие, о чем вообще речь, однако потом выдает расклад. Если внучику нужно вернуть современный девайс обратно, будь добр отдать 5 монет. Извините, конечно, но за такие бабки на лифте можно до пены изо рта докататься, так что такая сделка нам категорически не подходит. На что пожилая переходит к плану Б. Выполнишь для меня одно задание, и мы в расчете. Дело в том, что бабке тупо не дает спать по ночам рыдающая соседка с 9-го этажа. Мол, та ревет уже так долго, что пожилуха начинает сходить с ума. Стены-то тонкие, все отлично слышно. И тут я попрошу вас оценить весь масштаб местного маразма. Напомню, бабка живет на 1-м этаже, а рыдающая соседка на 9-м. Старуха дает нам записку, которую мы должны подложить под дверь и затем постучать. Но запомните главное правило: ни в коем случае не стучать просто так. Впрочем, мы-то с вами и так прекрасно помним, что бывает с теми, кто стучит в 9-ю квартиру. Вернувшись на 1-й этаж, старуха радостно заявляет, что плач больше ее не тревожит. Наконец-то в доме стало тихо. Передаем Корнел заветную плашку. Погодите, сколько памяти? 64 гига! После передачи оперативки девушка замечает на ней пятна крови, после чего заявляет: «Ты выглядишь кукет, НГЛ». Переводчики зумерского в комментариях есть? И тут малая выдает вопрос: какой мой любимый вкус пропульсора? Честно говоря, после ананасового инцидента уже как-то страшно делать выбор в подобных диалогах, но тут все очевидно. Клубнично-тропический двойной суплекс. На что девушка взрывается словами: «Бро, каков твой урон? Реально массивный, Эл!» Лучше и не скажешь. Пока Корнел проверяет работоспособность оперативной памяти, мы с вами узнаем самую чудовищную историю этого дома. После стука в 24-ю квартиру на нас срывается какой-то псих. Чутка поддав штаны от неожиданности, я тут же решил ретироваться. И, как выяснится чуть позже, очень даже зря. Мужик за дверью вовсе не хотел причинить нам зла, но тогда почему эта история самая чудовищная? Дело в том, что бедолага просто физически не может подойти к входной двери. Из глубины квартиры доносится характерный металлический звон. И тут сосед признается, он уже 6 дней прикован наручниками и тяжелой цепью к батарее. На наш естественный вопрос: «За что тебя вообще так?» Несчастный орет в ответ: «Какая нахрен разница за что?» Возможно, он тоже фанат ананасовой пиццы, подумал ты, но реальность оказалась куда мрачнее. Чуть ранее мужик обмолвился, что цепь застегнута у него прямо на лодыжке. Похоже, он такой же зараженный, как и мы. Мужчина подтверждает эту теорию и накидывает интересную деталь. Каждый раз, засыпая у себя в кровати, через какое-то время он приходил в себя на лестничной клетке, поднявшись на несколько этажей выше своего жилища. Он просит нас спуститься этажом ниже и передать извинения его сестре. Бедолага искренне убежден, что во время одного из таких приступов, не контролируя себя, совершил что-то ужасное. И именно поэтому сестра бросила его здесь одного, прикованного цепью, без единой капли воды и куска еды. Мы спешим успокоить Горемыку. «Мужик, твоя сестра физически не могла к тебе добраться. Лифт в доме вышел из строя, а лестничный пролет просто обвалился». Получив эту информацию, мужчина жестко успокаивается. Ну, как успокаивается? Он начинает рыдать. За эти 6 дней в его голове сформировалась чудовищная картина, а оказалось, это просто лифт не работал. Значит, сестра его не бросала. Подумал он, захлебываясь соплями. Давай включим логику. Как ты уже понял, приковала его к батарее действительно собственная сестра. Но зачем? Радикальное средство от лунатизма? Увы, нет. Чем дольше наш главный герой бродит по этажам, тем сильнее его начинает накрывать. И во время каждого такого прихода мы, точно так же, как и зараженный мужчина за дверью, приходим в себя все выше и выше по лестнице, пока наконец не упираемся в массивную стальную решетку возле люксовых квартир. Что такого знает эта девушка, чего не знаем мы, из-за чего ей даже пришлось замуровать собственного брата? Пора спросить это у нее самой. «Эй, ты же с 6-го этажа, да?» «Я встретил твоего брата». «Значит, ты там был.
Он в безопасности, понимаешь? С ним все в порядке. Я прекрасно знаю, о чем говорю. Не надо мне объяснять, каково там. Я прошла через это сама, а ты? Ты его вообще впервые в жизни видишь, так что не тебе судить. На этом все. Не смей говорить мне, что это все. Ступай сама взгляни на то, что натворила. Нет. Я знаю, что ты уже все разложил по полочкам, как звучит его голос, каков там запах, что именно он сказал. Не надо. Я прошу тебя, не заставляй меня брать на себя то, с чем я уже не справилась. Он вот-вот умрет от голода, его голос звучит просто ужасно. Ладно. Нет, понимаешь, в этом-то и дело. Я так не смогла. Не смогла просто стоять за дверью и слушать все это. Кто-то должен был положить этому конец, и я взяла это на себя. Я сделала то, что была обязана сделать, а потом рванула вниз на 16 этажей и больше ни разу не возвращалась. Мне просто не хватило духу стоять там и смотреть на то, что я натворила. Пусть даже я и знаю, что поступила правильно. Я не горжусь тем, что струсила и убежала. Я горжусь тем, что надела наручники. Люди часто путают эти две вещи. Вот и все. Внимательный зритель вспомнил эту девушку. Если бы мы пришли вначале к ней, а не к брату, то последствия у этой встречи могли быть куда страшнее для нашего героя. А так, всего лишь очередной прикованный человек загнивает заживо. Главное, что это не мы. Понятно, что местные жители наглухо отбитые маргиналы, но нас интересует не это. Зараза на ноге никуда не исчезла. Более того, она прогрессирует. Главного героя порой настолько сильно штырит, что в один момент я даже провалился в вонючий бэкрумс. Ужасно. Но откуда эта зараза вообще берется? Наш персонаж неудачно помылся в душе после щелкунов. Ты хочешь получить ответ. И персонаж из 18-й квартиры даст тебе этот самый ответ. Бетти, медсестра ночной смены, она, как и все, заперлась в своей квартире. Когда вы стучитесь к ней, разговор быстро уходит от банального соседского приветствия в сторону душного медицинского допроса. Ее тон моментально меняется, как только она понимает, что вы инфицированы. Бетти олицетворяет собой профессиональное выгорание, смешанное с паранойей и жутким осознанием того, что медицинская система полностью бессильна перед наступающей грибковой эпидемией. Бетти не пытается вас спасти или пожалеть. Вместо этого она начинает хладнокровно расспрашивать вас о симптомах грибка. Она заставляет тебя буквально описывать, насколько сильно чешется и горит твоя нога, как глубоко под кожей ушли споры, и не начал ли грибок шептаться внутри твоего тела. Она прямо говорит, что видела, как эта зараза уничтожает людей в клинике за считанные часы, и что традиционная медицина здесь бесполезна. Она давит на подсознательный страх героя, заявляя, что его непреодолимое желание идти на крышу — это не твое же. Come up with me. It's all right. Как раз вовремя. Корнелл уже закончила проверку памяти, и я тут же, каким-то образом, катастрофически проваливаю проверку вайбом. Тебе нужен код от решетки, а кода нет. Вот так. Девушка тебя только что поимела. Ну, в смысле обманула. Провела вокруг пальца, короче, ты понял. Однако у нее все же есть совесть. Корнелл взломала базу данных управляющей компании. Одна из премиум-квартир недавно освободилась. Какой-то из жильцов съехал пониже, на 21 этаж. В базе данных этот жилец помечен как дефектор, что переводится как невозвращенец. Айтишка советует очень вежливо попросить у этого перебежчика код. Уж он-то его точно должен знать. Девушка заряжает, что этот самый код никогда не менялся, и это тоже, как бы это сказать помягче, обман. Ведь Mold Rise — это одна из тех игр, где все шифры и пароли меняются после каждой твоей смерти. Но не будем забегать вперед. ГЛХФ, и спасибо за оперативу. Не за что. За нее всего-то один из жильцов вайпнулся. Получается, такова цена жизни. 64 гига DDR5. Это нужная квартира, но за стуком ничего не последовало. Снова развод. Бесит тебя это? Еще как, учитывая, что каждый шаг приближает главного героя к рестарту. Не отходя от двери, я решил постучать еще раз. На сей раз каким-то особым образом, но ни черта не сработало. Вернувшись к малолетке, вываливаем ей все как есть, на что она отвечает, мол, жилец может быть АФК. Твой мозг может быть АФК. Оказывается, жильцы из премиальной хаты разъехались в две разные квартиры. В одну из них мы только что стучали, а вот другая находится на 5-м этаже. Девушка запуталась и не сразу поняла, что в квартире проживало 2 человека. Сейчас я запутаюсь и как у... О, спасибо за монетки.
Уважаемые зрители, прошу вас подписаться на Бусти нашего главного режиссера Куража Махундера. Господин Махундер очень старается выпускать подобные видео. Это вам не какой-то нейрослоп и... Круто. Господи! А, фух. Я уж подумал, и здесь Зендая. От этой девушки нам нужно ровно одно — узнать код от решетки. Но ты же не думал, что все будет так просто? Наш главный герой сразу заходит с козырей и в лоб заявляет: «Я знаю, что ты переехала с премиальных этажей». Девушка выпадает в осадок и спрашивает, откуда нам это известно, и не сталкеры ли мы случаем. Ну, как сказать? Смертельные аномалии, опасные мутанты не остановят долг. На что девушка выдает, что даже за $1 миллион не смогла бы выдать код, потому что он был записан у нее в телефоне, а после переезда она его удалила. Лучше бы ты себя удалила! Во-во-во, тише. От такого напора мадам сразу дает заднюю и сознается. Ее бывшего мужа недавно ограбили, поэтому он не открывает дверь никому, кто не знает особый шифровальный стук. Она готова поделиться этим шифром, но при одном условии. Мы передадим ее мужу сообщение, слово в слово. Да чтоб у тебя яйца нахрен отгнили! Это сейчас было пожелание для меня или все-таки сообщение для мужа? Ты помнишь, Бетти? Так вот, если бы из того диалога тебя вовремя не увел очередной приход, ты бы уже знал важную информацию, которая касается не только тебя, но и вообще человечества в целом. Видишь ли, врачам все же удалось выявить причину появления первых симптомов этой грибковой заразы, и это психованные орешки. Да, те самые. Одна из партий оказалась бракованной. Со слов врачихи, все заболевшие перед заражением лакомились этими самыми орешками. Все, кроме нашего главного героя. Как только мы делимся с ней этой информацией, у Бетти аж шары на лоб отъезжают. Она начинает убеждать нас, что мы просто забыли, когда их ели, но наш главный герой готов жопу поставить, что ничего подобного в рот не брал. Девушка выдает, мол, это все меняет, и ей срочно нужно сделать звонок. Но это еще не все. Медсестра также заявляет и про шепот, который заставляет нашего главного героя двигаться все выше по этажам. Так вот, тебе ни в коем случае нельзя слушать этот голос и идти на крышу. Но мне похуй, я пойду. Для этого поднимаемся на 21 этаж и используем тот самый шифровальный стук, о котором говорила Зендая. Айтишка не соврала, в квартире реально прятался жмых. Чел с модной стрижкой по кличке Дитер, или же сидящий на диете. Мужик искренне удивляется, с какого хрена мы знаем его тайный стук, на что главный герой предлагает ему стянуть хлебало и выдать код от решетки. После такого захода сидящий на диете слегка поутих и предложил сделку. Мы передаем его подарочек одному знакомому, а он нам код. Мена, отвечаем ему, после чего парень уходит откладывать этот самый подарок. И помни, говорит он, это просто пранк. И вот с этим самым пранком в руках я двигаюсь к шеф-повару, чтобы тот сделал из него... Стоп! А код будет-то? Конечно будет, отвечает сидящий на диете, но перед этим заряжает еще один пранк. Сам-то он кода не знает. Да ядрить тебя в уши! Ну тихо-тихо, говорит сидящий. Сам он пользовался специальным ключом для лифта, но он знает место, где код нарисован. Какие-то пранкеры нарисовали его прямо над почтовыми ящиками у всех на виду, чтобы поднасрать жильцам с верхних этажей. Слова «пранкеры» и «поднасрать», стоящие рядом в одном предложении, как будто прямо указывают на самого сидящего на диете, но он не палится. Наконец-то мы знаем код от решетки, ну, почти знаем. Осталось только спуститься вниз и запомнить его. Вот только Санчо совсем теряет над собой контроль, после чего застревает на 8 этаже. И это катастрофа, потому что лосьона от грибка на тот момент у нас уже нет, и брать его тупо неоткуда. Благо на 8 этаже живет доктор Ли, наша последняя надежда. Не открывает. Здорово! Кажется, пранки окончательно выходят из-под контроля. Нам ничего не остается, кроме как спуститься пешком 8 этажей с раздутой чавкающей ногой и надеяться на... Что? Ну, конечно же, на Backrooms. Спасение пришло откуда не ждали. Благодаря такому неожиданному камео мы умудряемся пробежать до нижних этажей и, наконец-то, запоминаем код. И что дальше? Каким-то чудесным образом лифт снова работает. Ей-богу, он живет какой-то своей жизнью. У тебя в запасе остается несколько шагов. Ты вводишь код 494. Он подходит. Теплый кал, сидящий на диете, все еще в твоем инвентаре. Ты стучишься в первую же дверь.
Ядрить! Кажется, теперь у меня 2 подарка в инвентаре. За дверью нас встречает высокомерная девушка. Примерно так я их себе и представлял. Поначалу диалог не выглядит странным, но потом... Верь своей ноге. Она знает путь. Продолжай идти. Ты почти у цели. Не вздумай останавливаться на этом этаже. Каждая секунда здесь внизу — это секунда, которой у тебя нет. И тут я понимаю, с каждым моим ответом этой даме зараза продолжает увеличиваться. Девушка буквально забалтывает нас до смерти. Ты пытаешься выбраться из этого ветвистого диалога, но становится только хуже. Смысл фраз сливается в кашу. Ты наконец находишь нужный вариант диалога, выбрасываешь какие-то письма, что за письма, и пройдя пару шагов... Это было жутко. И самое интересное, всего этого могло не быть. Наконец-то мы дошли до самой интересной и неочевидной механики этой игры. Серьезно, я такого еще никогда не видел. Дело в том, что весь этот остросюжетный напряженный момент — это чистое совпадение. Даже диалог с высокомерной дамой не должен был быть таким жутким. Это все грибок. На последних стадиях он начинает подменять фразы в диалогах с соседями. И все бы ничего, но фразы главного героя тоже частично заменяются. Обычные разговоры с соседями не заполняют шкалу инфекции, но все меняется на последней стадии. Эта механика буквально не дает тебе покинуть диалог, из-за чего, как ты уже понял, ты сгниваешь. Даже в рамках одной строчки диалога часть текста может быть проекцией нашего зараженного мозга, а часть — реальным диалогом. Когда ты на последнем издыхании сталкиваешься в первый раз с подобным приколом, можно ненароком нехило так прифигеть, что я и сделал. Но что, если я скажу тебе, что грибок — это не обязательно зло. Махундер, ты совсем угорел, пока писал сценарий. Конечно же, это зло. Ты буквально сгниваешь заживо от этой мразоты. Ну да, так оно и есть. Но так думают не все. На 14 этаже живет прикольный пожилой чел, который отказывается с вами разговаривать, если вы недостаточно сгнили. Но все меняется, когда ты приходишь к нему в определенных кондициях. Дедуля сразу меняется в лице, после чего сообщает: «Я ждал именно тебя, и ты пришел в правильный сезон». Дед зовет нас пройти особую инициацию, ведь ты перестал слышать свои мысли, вместо них ты слышишь его. А еще он приготовил чай с психованными орешками. Я вхожу. Как позже окажется, в квартире он не один. Ты приходишь в себя, будучи привязанным к стулу. Перед тобой искаженные фигуры и тот самый дед. На твой логичный вопрос «Что происходит?», дед отвечает: «Ты носишь в себе цветение, и сейчас он поможет ему освободиться». Неужели здесь вообще нет адекватных персонажей? Ну, как же, есть. И все они должны жить на премиальных этажах, верно? Верно? Возьмем, к примеру, эту особу. Она утверждает, что все жители подъезда — ее семья. Ну, не буквально. Короче, она что-то типа местной домоуправши, и у нее есть для нас задание. Ей нужно, чтобы мы раскидали по всем почтовым ящикам ее агитационную спам-рассылку. А, теперь ясно, какие письма я выкинул в прошлый раз. И дабы мы быстрее справились, жуткая дама выдает нам особый ключ. Да, это тот самый лакшери-ключ от лифта, благодаря которому больше не нужно будет тратить на него драгоценные монеты. От такого подгона отказываться нельзя, но я уверен, что ты, господин зритель, ценишь свое время, поэтому забиваем на эти письма болт и нагло лжем ей в лицо о выполнении поручения. За что получаем? Одну монетку. Это неплохая награда, скажешь ты, но нет. Это такой тонкий троллинг, ведь мы эту монетку только что потратили, чтобы купить этой важной звезде орешков из торгового автомата. И на наше возмущение: а где награда? Она отвечает, что наградой, между прочим, являлась сама возможность безвозмездной помощи. Но в таком случае ее ключ от лифта я тоже считаю безвозмездным подарком, мымра чахлая. Больше никаких разговоров, никаких соседей и безвозмездных поручений. Только дорога наверх. Ничто нас больше не остановит, кроме этой двери. Она закрыта. Ты устал, правда? Еще один шаг, еще одна дверь, еще одна квартира, и ты у цели. Ты стучишь, но дверь не заперта. Ты входишь внутрь. Воздух тяжелый и влажный.
тебя здесь никто не ждет. Осталась одна квартира, 27-я. Дверь открывает особо колоритный персонаж. Как ты уже понял, дядька не самый простой. Он адвокат и по совместительству самый влиятельный жрец этого дома. У него мы узнаем, что ключом от двери на крышу заведует фанат Зенита. Но просто так он его не отдаст, нужно особое распоряжение. И как удобно совпало, что именно такое распоряжение может выписать на наше имя этот адвокат. Но что он потребует взамен? Твою жизнь, да не, забей, ему нужна всего лишь посылка от местного шеф-повара. Помнишь, я говорил, что у Плеснееда есть свои поклонники? Так вот, да, наш адвокат является как раз одним из таких поклонников. У него есть еще один секрет, более стрёмный, но сейчас не о нем. Спустившись к шеф-повару, забираем нужное блюдо. Что? Ну да, он его просто отдает, без всяких приколов. А, погоди, я хотел продать... Ладно. Здесь была бы уместна реклама дешевых авиабилетов, но у меня всего 2500 подписчиков, так что вместо этого попрошу вас подписаться на мой канал. Спасибо. Это что, шутка? Снова первый этаж, и этот персонаж вас тоже нервирует? Не шевелись, ей-богу, у меня фонарик. На обратном пути у меня закончилась вся человеческая еда. Осталась только нечеловеческая и банка колы. Пора воспользоваться советом Плеснееда, и он реально работает. Адвокат был очень рад аппетитной посылке. Настолько рад, что слегка заговорился сам с собой. На вопрос главного героя «Ты что, слышишь голоса?» красавец отвечает «Нет, конечно». Нет, все это как-то плохо пахнет, и я сейчас даже не про плесень говорю. Но несмотря на наши подозрения, Плеснеед выполняет свою часть уговора и выписывает нужное распоряжение для фаната Зенита. По дороге вниз я решил постучать в рандомную квартиру, и каково было мое удивление, когда на премиальном этаже дверь мне открыл бомж. Судя по всему, он занял эту хату не совсем легально и очень переживает, чтобы мы не настучали на него кому следует. Чутка припугнув бедолагу, мне удалось выяснить интересную информацию. Ему известно о сборищах на нижних этажах, как странные люди в халатах заманивают людей к себе в квартиру и поют разные песни. Для нас это уже не новость, но это еще не все. Бомж уверяет, что жилец из 27-й квартиры часто ходит в гости к этим самым странным ребятам. Если вы вдруг забыли, в 27-й квартире живет тот самый адвокат. Пока мы двигаемся к финалу, хочу подвести итоги. Рафаэль, так зовут разработчика, создал игру с действительно уникальной атмосферой. И дело тут не только в визуале и сюжете, но и в звуке. Не нужно быть саунд-дизайнером, чтобы обратить внимание на эти чавкающие звуки, озвучку персонажей и музыку. К слову, треки к игре написал небезызвестный Майк Клубника, автор хайповый Buckshot Roulette. И это действительно круто, когда подобные авторы объединяются, чтобы сделать что-то уникальное. Наконец-то свежий воздух. Здесь безопасно. Не смотри назад. Следуй за мной. Сюда. Поднимайся давай, заебал. Выше. Ты почти пришел. Наконец-то. Ветер здесь достаточно сильный. Это главное. Дыши полной грудью. Теперь моя часть работы. Отдохни. Ты заслужил тишину.
Мы прерываем стандартное вещание в связи с последними экстренными новостями. Представители органов здравоохранения подтвердили, что грибковая вспышка больше не ограничена людьми, которые употребляли отозванные из продажи орешки. Новые случаи заражения теперь зафиксированы по всей стране, без какой-либо известной связи с зараженным продуктом. Власти пока не установили, каким образом распространяется грибок. Общественность призывают сохранять спокойствие, оставаться в помещениях в ожидании новых инструкций. Сара! Прошу прощения. Мать, что у тебя с ногой? Если тебе понравилось это видео, прошу посмотреть и другие ролики на моем канале. Игры для видео ты можешь порекомендовать мне в комментариях. Самый залайканный комментарий я точно не пропущу. Услышимся в следующем ролике. Ладно, может ты тогда... Молчать! Может, на суше ты и большая шишка, Маклири, но не здесь. Здесь я, сука, король.